Здравствуйте, это вводный урок онлайн-курсу Трифоновской иконописной школы. Меня зовут Мария Жданова. На вводном уроке я хотела бы рассказать вам, немножко про себя рассказать о смысле содержания иконы, так хотя бы чуть-чуть, и практически показать вам растирание красок, приготовление эмульсии, и как эмульсия смешивается с красками, и, собственно, получается яичный темпер, который вы будете работать в процессе обучения. Я закончила текстильная академия, раньше это был текстильный институт, факультет прикладного искусства. То есть у меня профессиональное художественное образование, я член Союза художников ЮНЕСКО, иконописной секции. И 10 лет назад основала при храме Трифона Мученика, благословения настоятеля, Трифоновскую иконописную школу для взрослых. То есть мы уже 10 лет преподаем. И вот по просьбам людей, живущих не в Москве, записали в этом году и представляем вам онлайн-курс. Пару слов о том, как это будет происходить. Раз в неделю вы будете получать урок, записанный видеоурок, подробный, с разбором некой темы, предлагаемой. Одной из тем, то есть у вас будет всего 10 уроков этого цикла. Преподаватель подробно вам показывает, как выполняется задание. И вы в течение недели это задание должны выполнить, отснять и послать преподавателю. Через неделю мы с вами встречаемся по видеосвязи, и подробно я разбираю присланные вами задания, сравниваю их с образцом. Вы смотрите задания друг друга, кто как выполнил. Получаете, комментарии, и можете мне тоже задать вопросы. То есть это не односторонняя связь. Все технические подробности я сейчас не буду вам рассказывать, потому что это все равно на слух запомнить невозможно. И мы вышлем вам это в виде инструкции, куда вы должны пойти, какую кнопочку нажать в компьютере, и как сделать, чтобы все это работало. Пока вы выполняете домашние задания, у вас будет еще организовано несколько чатов для связи друг с другом, чтобы вы могли друг другу как-то консультировать, если кто-то что-то не понял, что-то подсказать друг другу, и для связи с преподавателем. Итак, я хотела сказать вам несколько слов во вводном занятии о смысле содержания иконы. Конечно, мы пришлем вам список литературы, которую вам желательно было бы почитать, потому что это очень тема обширная, глубокая, и, конечно, с этим обязательно надо знакомиться, чтобы понимать, чем вы занимаетесь, что вы хотите изображать, что вообще такое икона. Как на вводном занятии, я думаю, что можно об этом несколько слов сказать. Я думаю, что у вас какие-то, вашему решению писать иконы предшествовали, какие-то размышления на эту тему, что икона — это не просто некое произведение искусства, хотя мы можем наслаждаться, получать эстетическое удовольствие, созерцая икону. Но изначально она зарождалась и изначально является собой некий богослужебный объект. То есть мы не можем представить себе православных храмов без икон. В домах православных христиан иконы занимают видное место. И еще иконы называют богословием в красках, потому что она вещает о православных, о христианских истинах языком красок, линий. И является своего рода Библией для неграмотных. То, что Слово Божие несет как текст, икона изображает при помощи красок, линий и изобразительного языка. Какие всегда возникают вопросы у людей, которые начинают только приступают к написанию иконы или просто знакомятся с иконой, или вокруг чего были споры в начале становления вообще иконы как церковного искусства. Это вообще, во-первых, вопрос изобразимости божества, поскольку многие знают, я думаю, из Ветхого Завета, что существовал запрет на изображение божества. И это породило в свое время на заре христианства целые большие иконоборческие споры. И, в общем, поскольку и до сих пор существуют сторонники, вернее, противники иконы и вообще изображения, возможности изобразить
на досках или красками, или мозаикой возможность изображения божества. Можно об этой теме поговорить сейчас, потому что и сейчас вот со стороны протестантов возникают подобные же вопросы, да, и ставится под сомнение вообще возможность сама существования священных изображений. Да. И здесь можно сказать, что да, мы, конечно, знаем о существовании запрета, который был на изображение неизобразимого божества. И на протяжении Ветхого Завета Господь являл себя только через слух, зрительно никому себя не являл. Моисей слышал голос Божий из купины, которая горела и не сгорала. Но событие Нового Завета, когда Господь воплотился в человеческом теле, стало возможным, то есть Он приобрел зримый облик. И таким образом стало возможным и его изображение в человеческом образе, да, поскольку сам факт богоявления дал нам такую возможность. Только этот факт, да, то есть явление одного из лиц Святой Троицы Господа Иисуса Христа, который от своей пречистой Матери получил земное тело, поэтому мы можем его земную природу, его как личность изображать, понимая, что его божественная сущность все равно остается неизобразимой. То есть это вот основная как бы вот тема, которая была ключевой в иконоборческих спорах. Вот во времена иконоборчества были гонения. Это где-то примерно около века длилось, даже больше, этот период сложный, который закончился Седьмым Вселенским собором, утверждившим иконописание как один из православных догматов. И праздник был установлен, торжество православия, как раз как победа над иконоборческой ересью, как утверждение догмата иконописания. И вот он празднуется до сих пор православной церковью на первой неделе Великого Поста. Что еще можно важного подчеркнуть, сказать об иконе? Что икона не является неким актом личного творчества художника, хотя, безусловно, одаренность и талант художника участвуют в создании иконы, но икона является плодом соборного творчества церкви. То есть канон, по которому пишутся иконы, формировался с первых веков христианства и дошел вот до нас определенным образом. То есть что отличает язык иконы от языка картины и светской живописи? Несколько аспектов. Во-первых, икона — это попытка изобразить мир духовный, мир преображенный, человека преображенного, человека в святости. То есть попытка отражения иной реальности средствами, доступными нашими земными средствами, красками, да, кистью, изображение некой другой реальности. И язык иконы вырабатывался с первых веков христианства и пришел к определенным символам. То есть язык выработался таким образом, что икона насыщена знаками, насыщена символами, которые образуют некий как свой алфавит. И правильное прочтение иконы, конечно, предполагает, что зритель, созерцающий икону, да, молящийся, знаком с этим языком. И, конечно, тем более человек, который хочет писать иконы, должен с этим языком, как с алфавитом, ознакомиться. Да, и тогда, пользуясь им, может как-то икону создавать. Что в этом еще особенного, да, в этом символическом языке иконы, какие как бы основные особенности можно подчеркнуть? Ну, икона своего рода окно в духовный мир. Да? И в иконе нет прямой перспективы, а есть так называемая обратная перспектива. И именно это позволяет иконе как бы со всех сторон охватывать человека, окружать его. То есть не зритель смотрит в картину, где есть точка схода в прямой перспективе, да, это прямая перспектива античного искусства или эпохи Возрождения, или живописи XIX века, подразумевает некую точку схода внутри картины, куда все линии сходятся. Да, и поэтому объекты на переднем плане более крупные, и дальше они уменьшаются, и есть такая некая иллюзия глубины пространства. И все это сходится в некую точку.
эта точка является некой конечностью, означает собой конечность земного бытия. Икона, напротив, она как бы обнимает человека, в ней нет уменьшения предметов к горизонту, даже предметы, наоборот, могут увеличиваться. И, строго говоря, ее называют символической, эту перспективу, или перспективой круговой. И линии от предметов сходятся как раз к молящемуся, да, то есть условно они находятся в сердце созерцающего икону, молящегося человека. И поэтому, когда человек смотрит в икону, то перед ним, наоборот, открывается бесконечный мир, да, не сходящийся в какую-то точку, а наоборот расходящийся по кругу и во все стороны, как бесконечное познание человеком Бога, так бесконечность той реальности, которая представлена в иконе. То есть икона, еще раз хочу сказать, пытается изобразить иную реальность, нежели реальность нашего мира. То есть реальность райскую, реальность преображенную. И вот такими средствами, вот, например, как вот эта вот круговая там, символическая перспектива, это одно из тоже важных выработанных языком иконы средств. Еще можно сказать, что особенностью иконы является отсутствие в иконе неких пространственно-временных рамок. То есть в одной и той же иконе может разворачиваться действие, происходящее в прошлом, настоящем и будущем. Да? То есть присутствие трех там, временных измерений одновременно. Да? И это тоже свойство иконы, что она не запечатлевает мир в неком застывшем фрагменте, в каком-то застывшем моменте. Да? Например, вот преображение Господне очень такой яркий пример, где одновременно показывается, как Господь с учениками восходит на гору Фавор, показывается сам акт преображения Господа на горе, и как они сходят с горы. То есть это вот три разных времени, которые при этом вот в одной иконе сочетаются, и вот они как бы показаны одновременно. Ну и изучая в дальнейшем икону, вы увидите множество других примеров, как движение показывается в иконе, да, то есть есть такие изображения, когда идет, например, группа апостолов, большая как бы толпа людей изображается на иконе, и вы видите количество ног там, что, например, может быть как бы у человека две левых ноги. На самом деле это не две левых ноги, это просто нога в движении, то есть она показана сразу в двух моментах. Руки могут быть так расположены, что одна рука показывает сразу два движения. Я думаю, что вы будете подробнее углубляться в изучение иконы, и перед вами откроется много интересных особенностей иконы. Ну и еще, конечно, что хотелось бы сказать из важных моментов, что чему поклоняемся мы в иконе, что мы не поклоняемся краскам и доскам. Это ответ тем, кто упрекает иконопочитателей, да, вот православных христиан, в идолопоклонстве, что мы создали себе неких идолов, да, вот из иконной доски и красок, что мы, конечно, поклоняемся изображенному на иконе образу, да, который является святым. Не доска сама и не краски, да, а именно изображенный святой. И посредством подписания, да, когда вот иконописец заканчивает свою работу и ставит подпись на икону, икона присваивается первообразу, то есть тому святому, лик которого, образ которого изображен на иконе. И таким образом наше почитание и наше уважение, да, и наше молитвенное обращение к иконе восходит к первообразу, изображенному на иконе. Да, то есть не является, собственно, почитанием вот этого предмета как такового. Хотя отношение, конечно, к самим иконам тоже очень благоговейное. Но тем не менее, это благоговение, оно в первую очередь относится к изображенному, да, на иконе святому или Матери Божией или Господу. Вот, я думаю, такой тоже важный аспект. Ну, что можно, так сказать, что чем глубже вы будете проникать в этот таинственный и прекрасный мир, вот, вас ожидает множество открытий, вам будет очень интересно. И, конечно, обязательно, наряду с усвоением каких-то вот навыков мастерства, вам обязательно нужно себя образовывать и в богословских дисциплинах, и в искусствоведении, да, то есть стараться разобраться в истории, какие были периоды в иконописании, с чего начиналось, какое было развитие, чем заканчивалось, как дошло до наших дней. Да. Сказав несколько слов о богословии иконы,
Хочу вам сегодня показать некие практические моменты, которые вам потребуются. Вот, например, перетирание красок. Да, во-первых, какими красками мы пользуемся, чем мы пишем иконы. Значит, мы стараемся писать, следовать древней традиции. То есть писать тем, чем писали наши предки, начиная с Византии и также наши русские иконописцы. Вот у нас с вами есть пигменты. Что это такое? Значит, мы не пользуемся готовыми красками, мы краски как бы создаем сами. Любая краска состоит из красящего вещества, то есть пигмента, и некого связующего. В масляной живописи это масляное связующее, в акварельной живописи это гумиарабик, там, да, и свои связующие. В темпере яичной это яичная эмульсия. Значит, наши краски состоят из яичной эмульсии и пигмента. Пигменты мы выбираем натуральные. Натуральные, или как называют их еще, созданные Богом, да, Богом сданные. То есть максимально стараясь не использовать какие-то химические пигменты, потому что они, конечно, отличаются очень сильно от тех натуральных камней, земель, которыми мы пользуемся. Как пигменты подразделяются, на какие основные группы? Значит, две основных группы пигментов – это органические и минеральные. Органические, которых у нас очень немного, мы их используем. Вот. Ну, издревле они тоже всегда использовались, но они, так сказать, сложнее их получать, они меньше у нас распространены. Это растительного или животного происхождения. Минеральные – это все, что, так сказать, все минералы, которые вокруг нас. Земли, кристаллы. И вот как раз минеральные пигменты – это очень большая группа. Минеральные пигменты, в свою очередь, подразделяются на кристаллические и земляные. Земляные – это охры, умбры, глаукониты, там большая группа такая. И кристаллические. Да? Кристаллические отличаются от земляных тем, что кристалл, как вы знаете, имеет некую четкую структуру. Да? Он растет. И чем больше он вырастает, тем больше там, очевиднее и явнее становится его структура, улучшается. Хотя мы растираем краски мелко, да, все равно каждая эта мелкая песчинка краски имеет свою кристаллическую структуру. Почему древние использовали всегда в иконе, предпочтение отдавали, если есть возможность использовать кристаллические пигменты, потому что они в силу своей кристаллической структуры, имея грани, да, то есть каждый маленький кусочек пигмента имеет свои грани, лучше отражали свет. Поэтому в написании ликов святых, да, в написании каких-то очень важных моментов в иконе старались, чтобы кристаллические пигменты всегда использовались. И мы тоже стараемся их использовать. Подробнее я вам вышлю таблицу с теми пигментами, потому что это вслух, конечно, невозможно это запоминать, все названия, где они будут подразделяться, в том числе вы будете понимать, какие у нас кристаллические, какие минеральные. Вот. Переходим к практической части вводного нашего урока. Хочу вам показать, как вы будете перетирать пигменты. Вот хочу показать вам некие фирмы. Например, фирма «Натуральные пигменты». Есть фирма «Кристалл Декор». Они расфасовывают вот такие пакетики. Вот. Есть «Рублевская палитра» еще. Ну, есть еще какие-то была неплохая итальянская фирма, сейчас ее нету, Зекки. Немецкая есть. Но в основном мы пользуемся нашими, в основном покупаем вот у Кристалл Декора. Вот, смотрите, какие красивые у нас есть минералы, например, лазурит. Сейчас бывают в большей или меньшей степени перетертости краски. Да? Если мы покупаем вот в таких баночках, это еще не означает, что пигмент готов к употреблению, он перетерт. Мы должны его попробовать. Можем попробовать просто развести немножечко с водой и посмотреть, будут ли там крупинки или он будет практически растворяться. Попробовать его мазнуть немножечко на бумажке. Если мы покупаем в таких пакетиках, то мы даже сразу видим, что здесь вот крупные есть, да, частички. Вот. Что мы делаем? У нас есть ступка фарфоровая с пестиком для тех случаев, когда у нас очень крупными частями бывает попадается и крепкий минерал. То есть среди наших пигментов встречаются крепкие: гиотит, гематит. Если он кусочками у нас, то мы его просто так на стекле не разотрем. Нам надо сначала его растирать при помощи вот такой ступки. Но в данном случае все, что у нас сейчас с вами есть, не требует растирания в ступке, я вам ее показала. Если вдруг у вас так получится, что вы можете сначала ступкой воспользоваться.
а потом уже перетирать на стекле. Вот для примера можем перетереть с вами вот охра золотистый у меня пигмент, кристалл декоровский. Вы увидите, что он не очень, не мелкий явно, да, что он состоит из таких довольно крупных частичек. Вот. Высыпаем его небольшое количество на стекло. Допустим, такое. Добавляем воды, перетираем мы с водой. Да, что у меня здесь? Значит, стекло у меня, во-первых, притерто. То есть, если вы взяли стекло, надо взять его потолще, миллиметров 5. Хорошо бы купить стекло. Нам еще понадобится курант. Вот у нас тут две разновидности курантов. Стеклянный, или он еще, как называется, хрустальный. Вот. Ну, я так думаю, что все-таки, скорее всего, стеклянный, такой тяжеленький. Он продается в художественных салонах. Вот. И яшмовый, тоже очень хороший. Ну, вот это вот у нас те же, кто, вот эта фирма Кристалл Декор, у них была еще такая техническая яшма, может быть, и можно у них тоже приобрести. И то, и другое можно использовать. Допустим, попробуем с вами. Вот здесь удобна ручка, конечно, но этот курант может повреждаться. Если очень твердые мы минералы какие-то перетираем, то может скалываться. Да? Яшма, она необыкновенно прочная, вот, поэтому она абсолютно не повреждается, не царапается, ничего с ней не происходит. Итак, насыпали небольшое количество пигмента, подливаем водичку, тоже не очень много, и начинаем перетирать. Вот слышите, какой звук раздается, да? Вот этот звук, он говорит о том, что у нас много еще здесь крупных частиц, да? Такое сильное шуршание, да? Ну, может быть, водички маловато, начинаем чуть-чуть еще подольем. Слишком много не надо, потому что потом будет очень долго высыхать. Ну, как вот 8-очкой можно, да, перетирать. Не сыпьте сразу слишком большое количество пигмента. Это вот бывает ошибка тех, кто начинает, что высыпают чуть ли не весь пакетик, и, конечно, это перетереть качественно невозможно. Вот, слышите, шуршание становится более таким, менее громким, да, таким уже пришепетывающим, как шепот такой, как шелестение. Вот, собственно, по этому шуршанию мы определяем, насколько у нас перетерт пигмент. И чем тише шуршит, соответственно, мы лучше перетерли. Вот. В основном мы просто сами вот как-то это по ощущению определяем. То есть какого-то точного критерия такого, можем еще чуть-чуть добавить водички, еще потереть. То есть когда мы чувствуем, что у нас уже курант не двигается, да, что он уже вот прилипает, мы еще водички тогда добавляем. Вот и разными. Конечно, хорошо, чтобы стекло было не маленьким, да, потому что на маленьком стеклышке у вас вот какие-то такие широкие движения не получится. Вот. И в разные стороны, и по кругу. Видите, какой красивый цвет. Это у нас охра золотистая. Вот. Ну и шуршание уже, слышите, такое стало умеренное, уже такое не жесткое. Вот. Чем дальше трем, тем нежнее шуршит. Ну, на этой стадии уже вот, наверное, можно закончить перетирать и высушить наше стеклышко. Да, будете покупать себе стеклышки, лучше, конечно, не одно. Да? То есть, что можно еще сказать? Лучше как минимум 2 стеклышка и использовать одну сторону для отдельного цвета. Например, эта сторона у нас будет для оттенков желтых, таких золотистых, оранжевых, да, вот эта сторона там, может быть, красных. Другая сторона у нас будет для темно-коричневых, каких-то там черный даже, может быть, темно-зеленый, да. Другое стекло мы берем, там у нас, допустим, будут с одной стороны синие, да, там какие-то оттенки, может быть, тоже зеленые. И если мы будем перетирать белила, то их вообще для них лучше иметь отдельное какое-то или стеклышко, или отдельную сторону. Но сейчас в основном белила продают уже неплохо перетертые, но бывает по-разному. То есть вот имея разные стороны, мы как бы, у нас меньше шансов, что один пигмент, а другой загрязнится. После того, как пигмент у нас растерт, нам нужно высушить его до полного высыхания. Мы можем просто оставить стеклышко, можем поставить куда-нибудь поблизости к батарее. И еще есть самый быстрый способ – это использовать фен. Единственное, что можно сказать, что у нас есть несколько пигментов, в списке я вам их обязательно укажу, которые, ну, в общем, ядовитые. Ну, издревле их использовали, конечно, они у нас везде, во всех древних иконах присутствуют. Пользоваться ими или нет, ну, это ваш выбор, конечно, здесь ничего не могу вам сказать. Но я 20 лет пишу иконы
никакого не почувствовала на себе воздействия или вреда, но тем не менее есть определенные меры предосторожности при перетирании этих пигментов. Но в данном случае у нас охра, которая абсолютно безобидна, то есть это фактически земля, которая окружает нас вокруг, глина, поэтому мы можем высушить ее феном. Вот к чему я все это вела. Ну вот, при помощи фена мы с вами высушили наш пигмент. Да, обратите внимание, что с куранта я не соскребаю. Когда я уже вот окончательно закончу, допустим, я вот 2-3 раза для того, чтобы перетереть эту охру золотистую, несколько раз буду этот процесс повторять. И под конец я уже могу что-то здесь собрать, но то, что у меня накапливается здесь вокруг, я не буду ссыпать в те баночки, где у меня будет уже перетертый пигмент, потому что здесь собираются не перетертые кусочки, крупные. Чтобы не смешивать одно с другим, значит, это мы не снимаем. Как теперь, значит, мы убираем это все? Ну, вот это у меня такой удачный ножичек. Вот так соскребаем все аккуратненько. Порошочек такой. Вот. Нет мастихина здесь. Можно еще использовать просто мастихин. Да? Вот. Ну, в общем, посмотрите в вашем хозяйстве, что у вас есть похожее. Да? Если нету ничего, действительно приобретите мастихинчик не очень большой. И можно тоже это делать. Такой тщательно все соскребаем. Вот хочу вам при этом показать еще баночки. То есть нам нужны обязательно какие-то баночки, в чем мы наши перетертые пигменты будем хранить. Вот симпатичные баночки мы приобрели. Можно использовать баночки из-под лекарств. Главное, чтобы крышечки плотно закрывались. Это конкретно баночки предназначенные, вот они для бисера. Но очень нам тоже для наших целей подходят. И крышка закручивается. Вот. И к тому же они еще все вместе в контейнере удобном. Вот. Ну, в общем, можно много придумать разных. Ну, главное, что это небольшие должны быть емкости и хорошо закрывающиеся. Вот видите, как с небольшого количества вроде бы у нас довольно много перетерлась охры золотистой. Ну, единственное, что должно очень хорошо просохнуть. Видите, что порошочек мелкий. И этим порошочком мы уже можем работать, растворяя его в яичной эмульсии. Так, вот, допустим. Раз. И сюда помещаем. Ага, да. Вот, доскребаем. Да, потом, после того, как мы вот закончили, например, с этим пигментом, ну вот сейчас я один раз, я могу еще несколько раз перетереть там баночку или целую, или полбаночки. Ну, поначалу не старайтесь перетереть все, что у вас есть, да, вот у вас есть какие-то пакетики, вы можете перетереть какое-то количество, да, получить полбаночки, и на какое-то время это хватит. Потому что если вы зададитесь целью перетереть сразу все, это просто очень много времени займет. Да, еще вы должны обязательно подписать или сверху, или здесь приклеить какой-то скотч или что-то, да, и подписать название вашего пигмента, что это охра золотистая. И вот он у вас будет стоять. Вот у меня, например, есть вот такой контейнер, конечно, супер совершенно чемоданчик. Вот. Тоже вот он для бисера продавался. Там даже есть специальные наклеечки, на которых можно написать и ставить. Ну, нам, конечно, не понадобится, особенно вам поначалу, такое количество. Вот. Но, тем не менее, вот я просто показала, что это интересная, такая удобная очень вещь. Вот. Следующий момент, который сегодня хотела вам показать, это как приготовить яичную эмульсию. Это, собственно, то, что у нас, из чего у нас, смешаясь с пигментом, получается краска. Да? Из пигмента и эмульсии. Пигмент мы перетерли, теперь готовим эмульсию. Она у нас готовится из яичного желтка. Бывает цельная яичная эмульсия, когда и желток, и белок участвуют. Но чаще всего все-таки иконописцы писали и сейчас пишут на яичном желтке, на эмульсии желтка. Итак, первый этап у нас отделить белок от желтка. Да, выделить белок, желток нужный нам. Вот. Мы так с вами расковыриваем дырочку.
в яичке. Ну, яичко может быть городское, может быть деревенское, да, деревенской курочки. Это, конечно, отличаются они друг от друга. Так, выпускаем. Вот делаем такое отверстие, чтобы желточек у нас пролез. Да, расковыриваем отверстие. Выпускаем на руку желток. Да. Желток должен не повредиться. Вот он. Так, белочек нам не нужен. А желточек мы аккуратненько промываем, чтобы лишние остатки белка с него снять. Промываем. Вот. И вот у нас свободная баночка. Мы в эту баночку вот так чуть-чуть с одной стороны его надрываем. Да? Это я придерживаю. Желточек же у нас находится как бы в таком мешочке неком. Да? Вот. Поэтому нам мешочек этот не нужен. Мы выпускаем содержимое. Содержимое выпускаем в баночку. Вот оно. Так. Это лишние у нас остатки. Так. Теперь желточек надо перемешать, а скорлупку надо немножко промыть. Если там тоже белок остался, значит, промываем скорлупку. Скорлупка нам понадобится как мера, потому что яичная эмульсия состоит из желтка и воды и какого-то консерванта. Значит, может состоять из воды и уксуса. В древности использовали пиво, использовали и сейчас используют сухое вино белое. Вот. Но подчеркиваю, вино, конечно, только сухое, без примеси сахара. Должно быть сухое белое виноградное. Если сухого вина нет, то можно использовать просто 9% столовый уксус. Ну, в данном случае мы будем с вами использовать вот сухое вино. И мерным у нас стаканчиком как бы является скорлупочка. Значит, мы добавляем целиком одну скорлупочку сюда. Ну и еще половиночку или чуть больше половиночки этого объема наливаем. Так. И опять все тщательно перемешиваем. Вот. Если у нас нету сухого вина, то можно, допустим, эти скорлупочку воды, а во вторую скорлупочку налить чайную ложечку уксуса и тоже долить воды. То есть для чего нужно либо вино, либо уксус? Оно нужно для того, чтобы у нас не портилась эта яичная эмульсия очень быстро. Тем не менее, даже с вином, то есть они используют, собственно, кислота, содержащаяся в вине или в уксусе, является консервантом. Но хранить все равно вам эмульсию желательно в холодильнике. Теперь, вот специальные мы взяли, это аптечные и подобные пузыречки, любые вы можете использовать. Ими удобно потом пользоваться, для того, чтобы из эмульсии получать... То есть эмульсию мы выдавливаем, например, по капельке. Поэтому нам добавлять ее из такого сосуда неудобно. Мы переливаем в такую удобную емкость. Вот. Она у меня даже почти вся сюда вошла. Еще удобные емкости бывают, знаете, внутри с пипеточкой. То есть вы посмотрите среди аптечных каких-то емкостей. Вот это был, по-моему, мироместин, хлоргексидин, вот что-то такое. Да? Перекись водорода бывает. Видите, здесь важно, чтобы был маленький узенький носик. Вот. И закрывалась крышкой тоже. И все это ставится в холодильник, и мы им пользуемся. Вот. Это у нас уже нам не нужно. Ну, теперь, раз мы красочку перетерли, где она у нас? Вот она. Могу показать, как мы делаем, как мы смешиваем, да, красочку. Мы насыпаем порошочек красочный, пигментик наш, и капаем несколько капель эмульсии. Начинаем понемногу, не надо сразу много лить. Вот. И перемешиваем. Перемешиваем. Ну и дальше уже до нужной густоты разбавляем эмульсией. Да? Вот. Вот так. Вот мы получили с вами красочку. Ну и пробовать ее можем на бумаге или на планшетке, на которой будем работать. Итак, вот то, что я сегодня хотела вам рассказать. До следующих встреч уже на наших практических занятиях. И желаю вам хорошо к ним подготовиться.